Коснемся темной стороны студентов. Всем привет, меня зовут Катя, я учусь в Москве и хочу рассказать всем тем, кто хочет учиться в Москве, либо всем тем, кто просто интересуется, каково это быть студентом в Москве, сколько это стоит реально и сильно ли это отличается от региональных цен. Давайте начнем. Думаю, стоит начать с самых дорогих статей бюджета, это жилье. Было бы, если бы не общежитие, так как почти во всех вузах государственного образца есть общежитие, и стоит оно примерно до 1000 рублей в месяц, это не самая дорогая статья бюджета. Однако не у всех вузов, да, есть общежитие, или не у всех вузов такое дешевое общежитие. Я, например, студентка Гауген, и у нас общежитие дорогое, оно стоит 12 тысяч в месяц. Конечно, оно намного лучше, чем все общежития, которые стоят 1000 рублей в месяц. У нас как гостиница. Это очень все красиво, аккуратно, в общем, здорово. У меня в комнате не было проблемы с тараканами и со всякими зверьками. Надо что-то починить, сразу приходим. У нас был красивый панорамный вид на Москву, душ свой и туалет, то есть на 2 комнатки, то есть блоковый тип общежития. В общем, не было никакого комендантского часа и так далее. То есть нет никаких страстей, а как будто вы живете в гостинице. Поэтому это и стоит 12 тысяч рублей. А в основном общаги это очень просто, это очень скромно, это комендантский час и так далее. Но как бы 1000 рублей в месяц, извините меня, что вы хотите на эти деньги? Однако большая часть студентов к 2-3 курсам переезжают в съемное жилье, так как очень много ребят устраиваются на подработку и уже могут себе это позволить. Работы здесь просто очень много, начиная от каких-то продавцов, менеджеров, там в фастфуде, в магазинах одежды куча работает студентов, много аниматоров, много ребят, которые работают в сфере развлечений, да. Также студенты пробуют себя в работе по специальности. Этим людям, конечно, больше повезло. Здесь очень много стажировок, всякие правительственные, всякие государственные органы. Конечно, там нужно пройти собеседование, там нужно пройти этап отбора, сделать какие-то тестовые задания, но оно того стоит. Аренда квартиры однокомнатной, да, или студии в пределах метро, да, стоит где-то 35 тысяч, 30-35 тысяч. Вот, это реальная сумма, которую можно снять хорошенькую квартиру с приличным ремонтом. Конечно, есть ценовой сегмент пониже, это будет как бы советский ремонт, это будет немножко бабушкин запах, но в принципе, я ничего против бабушек не имею, в принципе, это тоже будет сносно. Правило, студенты делят квартиру на 2, соседки с общежития переезжают вместе, или с подружкой и так далее, с парнем, и оплата делится, как бы 15-17 тысяч в месяц, спокойно вдвоем можно жить в хорошей однушке. Это как бы, да, приличные деньги, скажем, для провинции. В моем городе за 15 тысяч в месяц, наверное, можно снимать очень классную квартиру в хорошем районе, с хорошим ремонтом и вуз не даст. Переходим к следующей статье бюджета, это проезд. Собственно, здесь все очень здорово, потому что Москва кидает очень много плюшек своим студентам и людям, которые сюда приезжают. Мы сделали социальную карту москвича, и это будет стоить 410 рублей безлимитное метро на месяц. Можно купить еще наземный транспорт, это еще там сверху 200 рублей. Выходит в месяц около 600 рублей за все поездки. Это дешевле даже, чем в любой провинции, чем в Новосибирске. Это вот реальный очень большой плюс. Социальная карта — это очень круто. Как только приезжаете в Москву учиться, сразу подавайте заявку и оформляйте себе эту карту, потому что это экономит очень много денег. Как вы знаете, метро — это самый удобный, самый быстрый, самый дешевый транспорт в мире. Переходим к 3-му разделу нашего списка, и это будет еда. Да, мы все очень много едим, и даже я замечаю, как сильно растут цены на продовольствие, поэтому основная статья бюджета для студента — это обычно еда. Если есть такие люди до сих пор, которые готовят сами, которые любят это делать, которые покупают продукты и что-то там варганят, то вам повезло и вашему кошельку тоже, потому что продукты здесь, как и везде, те же пятерочки, те же магниты, те же фикс-прайсы, все то же самое. А, конечно, есть люкс-сегмент, если вы готовите тайские супы на кокосовом молоке и пьете исключительно латте на миндальном, то, конечно, это одно. Продукты те же самые, если вы умеете готовить, не проблем, это будет выходить у вас небольшие деньги, наверное, до 10 тысяч рублей в месяц. Обычно в университете есть столовые, там тоже есть комплексные обеды, 300 рублей, и у тебя первое, второе, третье. Нет, первое, второе и компот.
Да, в такие столовые, конечно, очень приятно ходить, потом зачастую студенты, приятные люди. Если говорить про кафе, рестораны и кофейни, это, конечно, действительно дорого, потому что средний чек на кофе в кофейне стоит 250 за чашечку, 250-300 рублей. Любовь всех студентов — это кофекс, One Price Coffee, это места, One Double Coffee, да, где кофе стоит 70, 60, 50 рублей за стакан, и там очень много всегда студентов ошибаются, потому что дешево и, в принципе, сносно. Вот. Чтобы там покушать где-нибудь в кафе, это будет стоить, ну, там, салатик 400-500 рублей, ну и пошло-поехало, примерно в таких ценах. Что касается фастфуда, то это как везде. Мак, средний чек, наверное, рублей 400 на человека, БК и KFC может также, может чуть поменьше. В принципе, как-то так. Если у вас достаточно аскетичный образ жизни, и вы умеете сами готовить, у вас будет выходить примерно 10 тысяч рублей, а если больше, то как бы неограниченная планка вверх. Я думаю, примерно от 10 тысяч рублей нужно закладывать на еду обязательно. Все мы студенты, всем нам хочется развлечений, отдыха, всяких движух, помимо университетских, да, на что тоже иногда нужно тратить деньги, какие-то взносы, но они чисто символические, может 100, там 150, 200, 300 рублей. Конечно, есть там грандиозные вечеринки, как Вышка устраивает, там может и 1000 рублей стоит билет, 1200, но там есть за что платить. Но в целом, если говорить о кино, начиная от 0 рублей до рублей 600, это обычные кинотеатры. От 0 рублей почему я говорю? Потому что очень много проходит кинопоказов бесплатных, особенно если это касается какого-то тематического кино, что-то типа и современное искусство, наука. Если вы смотрите наш канал, то мы показывали влоги из Москвы зимой, мы ходили в Котомку, и там был кинопоказ Гарри Поттера. И таких локальных очень много. Большие достаточно показы могут быть в павильоне книги на ВДНХ, там тоже всякие очень крутые фильмы показываются. В библиотеках очень часто проходят кинопоказы. Вот. А обычное кино, если пойти там посмотреть фильмы, которые в прокате, это от 300 рублей до 600, я думаю, примерно так выходит. Коснемся темной стороны студенчества. Ну нет, я так не считаю, что темная сторона студенчества. Просто в это время хочется все опробовать, поэтому бары и клубы никто не отменял. Сколько это стоит в Москве? Примерно бары... Я не знаю, это для мамы сейчас было. Да, на самом деле я не сильно много хожу, я ходила пару раз, и примерно выпивка, стакан такой большой сидра стоит примерно 300 рублей. Для никого не секрет, что клубы и бары это дорого, но все равно все ошибаются. Но я думаю, если вы пойдете в клуб, то и если вы намерены что-то там покупать, то вы не уйдете, не потратив менее 700 рублей. Что касается культурной жизни, выставки, музеи, зачастую студентам очень большие скидки, либо вообще бесплатно, поэтому с этим проблем нет. Есть некоторые экспозиции, на которых нет вообще скидок. Да, это проблем. Примерно это будет стоить, наверное, от 500 рублей до 1000. Вот так. Театры. Театры, конечно, это прекрасно. Я очень люблю театры, но была там только один раз в Москве, к сожалению. Билеты в театры тоже начинаются от рублей 700 и там доходят до 6-7, ну и вы поняли, тысяч. На самом деле есть скидки для студентов, но в основном эти скидки именно для тех, кто учится на гуманитарных специальностях или связанных с театром и с литературой. Для них вообще большие скидки, и они могут ходить в театры с привилегиями. А для всех остальных студентов можно попытать удачу и прийти в кассу, например, Большого театра, и в какие-то дни там выбрасывают билеты по 100, по 150 рублей, именно для студентов остаточные билеты, и они могут попытать удачу и сходить в Большой театр. Это моя большая мечта, и надеюсь, что когда-нибудь я дождусь своего билета и схожу все-таки в Большой театр с такой привилегией, как студент. Обладая всей этой информацией, когда я приехала в Москву, и по рассказам всех тех ребят, кто учится не в Москве, моих друзей, знакомых, одноклассников, в принципе, уклад жизни везде одинаковый, только в Москве больше куда можно сходить, больше всяких мероприятий, больше парков, больше развлечений, цены в барах, в клубах, в кафе дороже. Все остальное стоит примерно так же. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Расскажите в комментариях, где вы учитесь, как вы проводите свое время в этом городе, и что особенного делают студенты именно в вашем городе. У меня пришла мысль в голову заснять некоторые студенческие маршруты, и выложить это на канал. Если вам заходит эта идея, то напишите в комментариях. Если да, то я сниму со своими друзьями, знакомыми, однокурсниками, куда можно сходить и как здесь проводить время. Это все на сегодня. С вами были Siberia Girls, Катя. Рада, что вы досмотрели видео до конца. Очень вас любим и обнимаем. Все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И до встречи в новых видео. Пока!
Пока!